Всем привет! Думаю, ни для кого не является секретом, что твердотельные накопители М2 в процессе своей работы, а преимущественно при нагрузке, очень сильно нагреваются, что оказывает влияние на их срок службы, а также производительность. Поэтому рассмотрим, как изменится ситуация, если воспользоваться радиатором и возможно ли его сделать самому. В моем случае на представленной SSD-шке 970 EV+, проработавшей почти 10 месяцев без кулера, в области контроллера наклейка потрескалась. Таким образом, произведя замеры температуры данного накопителя с помощью программы Crystal Disk Info, прежде, когда компьютер находится в простое, максимальное значение составило 48 градусов, а под нагрузкой, которую я создал путем плотинга блоков для добычи монеты Chia, 62. Чтобы понизить температуру, воспользуемся самым простым радиатором, который я заказал в Китае. В его комплектацию входит покрашенная в черный цвет рассеивающая тепло алюминиевая пластина с небольшими ребрами, термопрокладка под размер основания радиатора, два резиновых кольца для крепления охлада на накопителе и салфетки для очищения поверхности. В качестве альтернативы можно воспользоваться, например, радиатором от моста старенькой нерабочей материнской платы или же видеокарты. Конечно, варианты на этом не заканчиваются. Перед тем, как установить охлаждение на SSD-шку, для наибольшего теплоотвода снимаю с нее наклейку. Если ваш накопитель находится еще на гарантии и вы не хотите ее потерять, то я не рекомендую этого делать. Сняв наклейку, с помощью влажной салфетки, идущей в комплекте, попробую удалить остатки клея. К сожалению, поверхность полностью очистить от них не удалось, поэтому воспользуюсь изопропиловым спиртом. В результате он с легкостью позволил избавиться от липких сгустков. Соответственно, теперь устанавливаю термопрокладку на SSD и затем на ней размещаю радиатор. Потом фиксирую его имеющимся креплением. Далее, установив накопитель в соответствующий слот на материнской плате, проверим, какую температуру он будет выдавать. В холостом режиме максимальное значение составило 46 градусов, а под нагрузкой, как видим, 56. Теперь воспользуемся алюминиевым радиатором от моста материнской платы. Что касается крепления охлада на М2 накопителе, то, на мой взгляд, надежнее будет использовать стяжки. Но чтобы не нарушать условия измерений, я оставлю резинки. Распилив заранее радиатор на две равные половинки, его остается установить вместо китайского, что, собственно, я и сделал. В сравнении с предыдущим его ширина на пару миллиметров меньше, а высота ребер заметно выше. Таким образом, площадь рассеивания тепла должна быть больше. Но так ли это на самом деле, нам остается проверить, установив SSD-ху в материнку. Так, в холостом режиме, используя данную систему охлаждения, температура составила 36 градусов, а вот под нагрузкой всего 46. Если сопоставить полученные значения, наиболее эффективным является самодельный радиатор от моста материнской платы. Однако для снижения температуры у такого типа накопителей в ноутбуках представленные варианты будут не особо актуальны, в связи с чем систему охлаждения придется делать немного иначе. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.